Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Козерог. Таро прогноз. Старинный цыганский пасьянс. Что случится до конца года? Что нельзя игнорировать, что нельзя пропустить? По сути, перемены на пороге, мои дорогие, и это не просто слова. Судьбоносным может оказаться ноябрь месяц, и дело тут не в картах за счет планетарных транзитов. Где-то ноябрь, ну, декабрь, я так, по крайней мере, вижу, он будет более спокойный. Но вот именно в ноябре могут случиться, как и внешние какие-то события. Тут можете и вы сами что-то передумать, переиграть в силу того, что вот так складываются обстоятельства. Мы формируем где-то наше будущее в ноябре. И, конечно, последние месяцы уходящего года мы подводим итоги, строим планы на будущее. Что изменит вас и вашу жизнь? Давайте узнаем. И карты пасьянса нам именно о событиях говорят. Какие события лягут в основу ваших новых свершений, ваших новых планов? Давайте будем узнавать. И останемся реалистами. Любой прогноз, расклад, он все же не расскажет о личной истории каждого из вас. Но искренне надеюсь, что мы с вами проведем приятное время и подсказки какие-то вы получите. Что для козерогов? Что спешит в вашу жизнь? Что спешит на ваш порог? Давайте узнаем. Или на пороге каких событий вы стоите, если мы про события. Что же там на вашем пороге, мои дорогие козероги? Любовь. Любовь. Это шикарно, это прекрасно. Даже для тех, кто один или одна, есть возможность завершить свое одиночество. Вы, кстати, можете захотеть завершить, даже если ранее предпочитали быть, ну, так вот, самим по себе как бы, да? Смотрим дальше. Какие вопросы, что спешит на ваш порог? Гости, мои дорогие. Или вы к кому-то в гости, или эти гости к вам, но какие-то контакты. Может быть, есть повод, но вообще хорошее настроение, это правда. И радость, мои дорогие козероги. Венок. Здорово. Ладно, что еще нам расскажут карты? Вот какие-то добрые события, как, знаете, ложатся в основу ваших будущих свершений. Есть тревога. Получится, не получится. Вот именно тревогу обозначают скрещенные мечи. И это не есть что-то материальное в реальной жизни, а это наши ощущения. Вот мы тревожимся по какому-то поводу. Может быть, что-то там козероги задумали, и мысли, знаете, как по кругу гоняем. Получится, удастся осуществить или не удастся. Поэтому себя не мучайте понапрасну в тех вопросах, которые, ну, может быть, быстро не решаются. Хотя тут я не вижу какой-то задержки, но все же мы все разные, правда? Такое может быть. И если есть какие-то задержки, то это уже на декабрь. Но каждый год, месяц, декабрь, он еще в самом начале где-то активность подразумевает, а потом ведь все становится на паузу. Поэтому, может быть, и в ноябре важные решения вам предстоит принимать. Вот я смотрю, нет практически каких-то предупреждающих моментов. Но вот только вот этот как тревога. Но опять же, это не есть что-то в реальной жизни. Это то, что мы сами себе там надумали, сами подумали, сами беспокоимся, сами волнуемся, а поводов-то для этого нет. Вот что-то такое вы можете чувствовать. Смотрим, что еще совпало. И в нашем пасьянсе мы можем сложить карты в крайних рядах по вертикали и по горизонтали. Вопросы дома, вопросы семьи, вопросы ближайшего окружения или буквально сами по себе стены. А я должна сказать, ноябрь– шикарное время, как будто даже планетарные транзиты нас подводят к своеобразному итогу, когда мы должны буквально, может быть, избавиться от хлама или подумать о месте нашего пребывания, проживания, словно расчистить пространство. У кого-то, правда, ремонт, а у кого-то это, ну, планируемый переезд, как будет дальше складываться моя жизнь. То есть сами по себе стены тоже. Ну, а может быть, что-то дома переделать, сделать более комфортным, подготовиться, да, к Новому году. Ну, где-то очень близко все эти
добрые события или как доброе время, да, когда мы уделяем как раз внимание и самим себе, и тем, кого мы любим, тем, кто нам дорог. И пока я с вами говорю, смотрю, что мы можем еще сложить. Но пока вот так я не вижу, чтобы мы еще что-то могли соединить. И, в принципе, я думаю, направление понятно, направление в сторону любви, в сторону счастья. Ну и, конечно, если есть какие-то темы, вопросы, то я тут больше вижу, они будут связаны с личной жизнью или конкретно с жилищем вашим. Ну, может быть, это и гости, да? Может быть, для кого-то переезд, который вы планируете, или какая-то важная, кстати, информация. И когда ведь выпадает вот этот бокал, ну, контакты для вас будут какие-то очень важны, мои дорогие козероги. Ладно, идем дальше. Что прояснится? Тут одна карта торопится. С кем-то вам придется договариваться. Ну и быть легким на подъем тоже. Тут как будто... может быть, и не все нам на самом деле нравится, а вот договориться будет правильно. От чего-то не отказаться вам будет важно, что прояснится. Но, может быть, какая-то затянутая ситуация как раз и будет проясняться. Давайте узнаем. Или вопрос с деньгами. Пентакли. Что прояснится? Первая карта, вторая карта. Что уйдет? Что вы завершите сами или от чего вы откажетесь? Может быть, это какая-то тема, которую вы доведете как до ума, до точки, и потом это вас уже не будет беспокоить. Уже как вопрос решен, вопрос закрыт. А что нового идет в вашу жизнь или дальше вами будет продолжено? Давайте тоже узнаем. Итак, так что же там прояснится? Ну вот как так вот, карты живут своей жизнью. Давайте немножко проясним ситуацию сами, да? Двойка пентаклей в целом нам дает какую-то траекторию на будущее, потому что мы, как прежде, были словно между двух огней. Или нам словно приходилось сидеть на двух стульях. Какая-то ситуация была не решена. Вот она именно качелеобразная, двойственная. И туда, и сюда. И пока непонятно, куда же в конечном итоге. Вот что-то подобное может проясняться. И двойка пентаклей может говорить о вопросах денег, работы, но все-таки и есть какой-то человек или персона очень важная. И может быть это не совсем даже с позиции личной жизни, все же пентакли. Хотя я допускаю, у кого-то будут перемежаться и вопросы с вашими родственниками, и одновременно финансами, ну и какие-то ваши еще желания, то, что вы хотите осуществить. И, может быть, вы, мои дорогие козероги, понимаете, что тут, скорее всего, договариваться с кем-то придется. Вот, кстати, у нас же жонглер показан, который жонглирует двумя пентаклями. То есть он использует то, что он имеет. Вот то, что вы теперь имеете. Что-то будет проясняться. Может быть, это будет еще... Все же двойка пентаклей часто говорит о начале, к примеру, новой работы, какого-то нового творчества, как переход между прошлым и будущим, когда мы через опыт, мы пробуем именно, да, примеряем словно на себя, подходит нам это или нет, годится или нет, буду я с этим дальше взаимодействовать, буду я это продолжать или нет. Вот по каким-то таким вопросам у вас будут прояснения. Но с чем это будет связано или к чему это все идет? К радости, вот правда. Может быть, застарелая проблема какая-то у вас. Прояснится это точно. Что еще? Какое-то однозначно вы примете решение. Может быть, это, кстати, по тузу жезлов, внезапная какая-то информация. Или пусть это у кого-то будет касаться вас самих, а у кого-то это будет даже та информация, которая в средствах массовой информации. По тузу жезлов идет возможность. Да точно. И дом, и семья, и любовь. У кого-то домочадцы, может быть, и родственники, и дети, а у кого-то это все-таки эквивалент финансовый, когда он может возрастать. Может быть, это вас что-то заинтересует. Вы захотите попробовать. Может быть, вы захотите взаимодействовать с каким-то человеком. Может быть, есть та персона, с которой у вас пока не установлены контакты, ну, на короткой ноге будем говорить, а вы захотите, именно для вас будет материальный интерес, и именно себя захочется попробовать в новом деле.
а вроде как есть человек, который этим ресурсом обладает. Или есть конкретный человек, который, знаете, ну, как знает вот это ноу-хау, как это сделать, как из этого сделать деньги. Может быть и так, денежная тема. Но в конечном итоге для вас, для вашей семьи это благополучие. Может быть, для вас это будет как задача номер раз, и вы прежде не знали, как подступиться, допустим, к конкретной персоне или к конкретному делу, а здесь вы это проясните. Но я тут вижу возможности, прогресс, мои дорогие. Деньги, прогресс тоже, значит, деньги какие-то вы можете получить с учетом двойки пентаклей, те деньги, которые задерживались. Была какая-то такая двойственная ситуация, было непонятно. Вот кто-то будет теперь четко понимать, что вы правда будете продолжать, а что нет. Вы останетесь довольны. Ну и какие-то новые перспективы. Здорово. Есть ради чего стараться. Что вы завершите? Вот посмотрите, по аркану императрица. Ну, хочется, конечно, прояснить, ведь очень добрый аркан, хотя это могут быть, опять же, где-то пересекаться темы, когда вы что-то довели до ума. И момент перезагрузки. То, что вы хотели осуществить, вот я только что говорила, у вас получается. Но будьте внимательны, эта карта может свидетельствовать о том, что, к примеру, для девочек моих дорогих, это как беременность, понятно, не для всех, для кого это соответствует по возрасту поставленным целям. Внезапное сообщение: жду ребенка. И вы будете словно на выборе. Поэтому будет важно от чего-то не отказаться. Может быть, это будет, с другой стороны, пересмотр ваших планов, когда вы прежде проживали в одном месте, все же по императрице это место нашей стабильности или где-то наш дом, он тоже проходит. Это для императрицы все важно. В принципе, для императрицы все важно. И это символ нового «я». Вы как будто меняетесь, понимаете? Может быть, какая-то прежняя составляющая уже не срабатывает. Вы понимаете, что моя жизнь меняется. И это как отказ от каких-то прошлых предпочтений. Вы именно сами что-то будете регулировать, и неизбежно от чего-то откажетесь. Но давайте посмотрим, с чем это будет связано. Король чаш. Прояснение, правда, некоторых тем по личной жизни. Но будете завершать именно то, может быть, императрица, мои дорогие. Это карта статуса. Мои дорогие козероги, вы как будто статус меняете. И кто-то задумается о статусе в личной жизни. Потому что тут не императрица уходит, нет. Именно вот когда я открыла уже 3 карты, я вижу это как прощание с прошлым этапом жизни. Десятка мечей. Мы закрываем в прошлое дверь. То есть вот раньше вы жили каким-то определенным образом. Вы имели определенный график работы, вы имели определенный график жизни. Здесь что-то будет меняться. Тут неизбежно будет как завершение какого-то уже пройденного этапа и пересмотр. Это последует, может быть, от того, что вы задумаетесь поменять место жительства, поменять, может быть, работу. Тут просто у каждого по-своему. Или, в принципе, через личную жизнь, через любовь. Тут тоже идут какие-то перемены, и уже не может быть как раньше. Вот, правда. Но вас это как будто будет вдохновлять. А что это для вас? Давайте достанем карту. Ну, правда, вот все то, что я сказала. Новый жизненный виток. Вот этот жезл, который подбросил Паш. А пажи это у нас вести, поэтому, правда, у кого-то как перезагрузка после определенной информации или после определенного знания, или после конкретной возможности. Ваше решение и ваша решимость меняет вас самих, меняет вашу жизнь и вообще какие-то последующие перспективы. И у нас этот жезл, который подбросила Паш, как будто уже до этого очертил один виток и выходит на новый оборот. Вот у вас жизнь выходит на новый оборот, на новое качество жизни. И поэтому здесь может очень многое меняться, как и от места пребывания, как и от вашего какого-то расклада ежедневного, да, сколько времени вы работе уделяли, сколько вы времени уделяли дому, сколько времени любимым уделяли. Тут вот какая-то перезагрузка. Может быть, у кого-то работа на дому. Вот, кстати, и вы меняете, тут сразу все меняется. И дома надо рабочее место организовать, и, в принципе, себя нужно к этому тоже организовать. С одной стороны, работать на дому выглядит так заманчиво,
А тут накладывает на нас определенные обязанности, потому что мы, ну, не должны где-то в халате, в тапочках или в пижаме, в тапочках застрять, потому что, ну, работа есть работа, то есть какой-то жизненный ритм нам приходится перестроить, несмотря на то, что мы находимся дома. И тогда наоборот, да, может быть, нужно какие-то перемещения, то есть, ну, вот такие или такого рода, у каждого тут как-то по-своему, но для вас это, безусловно, интерес. И как будто вот эта перезагрузка у вас начинается именно с какой-то информации, или это толчок, а дальше следует ваше решение. Давайте откроем, что же будет продолжаться, что нового идет в вашу жизнь. Но снова все то, что я сказала, карта подтверждает, потому что туз Пентаклей – это начало-начало. Это и есть вот этот новый этап или новая возможность, новое качество жизни. И есть возможность заработать деньги. И правда, все то, что я сказала по первой позиции, что прояснится, вы и по деньгам тут тоже что-то можете прояснять, как будто для вашего благополучия, для вашего статуса, опять же, аркан императрица, нужна эта перезагрузка. Нет смысла как будто продолжать, ну, какую-то прежнюю рутину, понимаете? Есть необходимость, может быть, для кого-то завершения прежней какой-то стратегии и тактики. Вы тут можете себе запланировать план А, план Б, план С. И правда, с учетом двойки пентаклей, пробовать. Как я говорила, примерять на себя. Получится, не получится. И, кстати, карта двойка пентаклей, она дает совет. Пробуй, пока не получится или не надоест. И вот этот план А попробовали, к примеру, да? Почему нужно быть гибче даже в планах? Видим, годится, не годится, нужно, не нужно. Будет продолжение или какая-то белиберда. Если видим, что нет, что-то там не склеивается, так пусть останется так. Дай-ка я попробую план Б. Так вот, с планом Б приблизительно мы тоже где-то, ну, вот так внимательно к деталям пытаемся разобраться, стоит это продолжать или нет. Если, опять же, не стоит, тогда план С. Вот здесь быстро переключаться между разными направлениями, и буквально быть легким на подъем. Карта вот, тогда у вас и больше прояснений будет. Тут прояснения идут к вам через практику, через пробы, через опыт. И вот тогда, посмотрите, вы с чем-то разберетесь окончательно, мои дорогие. Это еще как высшие силы вам помогают, правда? Что нового идет в вашу жизнь? Но, видимо, по королеве мечей, если была двойственная ситуация, то, понятно, вы ее можете решить. Это от вас потребует рационализма. И как будто и одновременно и направо, и налево не пойдем. Придется, может быть, как-то ступенчато, постепенно. Но в конечном итоге есть тот пункт в вашей жизни, деталь. Может быть, это касается у кого-то взаимоотношений по работе, у кого-то какой-то застарелой истории, которую хочется завершить. Вот что вы хотите завершить, вы завершите. Потому что нам это как будто мешает. Любовь, мои дорогие, ну, какая-то и любовная тема, вопросы дома. Но тут выбор, опять же, да? И это то, что я только что сказала. Нам нужно с чем-то определиться. Вот вам, мои дорогие козероги, придется с чем-то определиться. И все то, что я говорила, даже до карт, это для вас будет свидетельствовать о той перезагрузке или о том, что вы будете продолжать не просто до конца 2025, а это как формирование новых энергий, новых возможностей на последующий 2026 год. Как и сделать свою жизнь более понятной, сделать свою жизнь более счастливой. Вот какой-то такой важный выбор вы будете делать. И, наверное, как ангелы вам помогают, потому что по тузу пентаклей это перезагрузка, это то, что вам будет нравиться, мои дорогие. Или в конечном итоге, что приведет вот к этой десятке пентаклей. Ведь это карта изобилия, процветания. Вот вы и проясняете, и делаете первые шаги. Куда я иду, или чего я хочу в конечном итоге получить в этой жизни. Перекладывайте на себя, мои дорогие, любимые козероги. А я благодарю за то, что вы смотрите мои видео, за то, что вы мне пишете душевные комментарии и искренне. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал. Я вас люблю. И вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.